Здравствуйте, дорогие друзья, и спасибо, что заглянули на мой канал, где мы с вами готовим косметику только из чистых натуральных продуктов, которые есть абсолютно на любой кухне, у любой хозяйки. Дорогие мои, сегодня я хочу поделиться одним уникальным рецептом маски, которая вам очень понравится. И в завершении этого видео я еще и расскажу о том, как умываться одним из компонентов, которые мы сейчас с вами увидим. Для маски сегодняшней нам с вами понадобится 2 чайные ложки сметаны, у меня жирная 38%. Также 1 чайная ложка сока алоэ. Я сама выдавила из нашего цветка, и поэтому, видите, при соприкосновении с воздухом сок алоэ меняет цвет, и он у меня такой немножко бордово-коричневатый, что ли. Нам нужна будет еще и ложка крахмала. Крахмал можете взять любой. У меня сегодня картофельный. Чайная ложка меда. Обязательно мед должен быть жидким, иначе вам будет тяжело готовить эту маску. Ну и в завершении мы добавим с вами 10 капель витамина А. Давайте приступать к изготовлению. Как обычно, я высыпаю сначала крахмал, то есть сухой компонент. И к нему мы будем с вами добавлять уже более жидкие ингредиенты. Теперь идет сметанка. Вымешиваем крахмал аккуратненько в сметане, чтобы не было комков. Очень важно, чтобы в наших домашних масках, в нашей косметике не было комочков. Вымешиваем до однородной консистенции. Так. И теперь самое время добавить наш мед. Вот у меня такой тягучий. Мед может быть абсолютно любым, лишь бы он был вот такой консистенции. Эластичный и тягучий. Теперь еще хорошо все это вымешиваем. Вот наша маска почти уже с вами готова. Добавляем последний компонент, наш сок алоэ. Видите, маска приобрела такой немножечко коричневатый или бежевый цвет. Таким она стала, да, за счет сока алоэ. Все, видите, маска, она немножко такой жидкой консистенции, но такой она и должна быть, потому что мы ее будем с вами наносить слоями. Ну и в завершении всего мы добавляем 10 капелек витамина А. И еще 5. Все это хорошо вымешиваем. Вот наша масочка. И готово. Теперь, мои хорошие, делаем тест на аллергенность и встречаемся в ванной комнате. Мои дорогие, вы уже сделали тест на аллергенность, я надеюсь, и умыли лицо. Видите, я даже распарила, оно такое красненькое немножко. И теперь давайте посмотрим на консистенцию нашей маски. Видите, она вот такая вот у нас получилась. Пахнет очень приятно сметанкой. И теперь давайте наносить ее по массажным линиям на наше личико. Маску можно наносить под глаза, на шею, область декольте. Также прекрасно. Слоями можем ее наносить. И по мере подсыхания, как только первый слой у нас подсыхает, мы наносим второй слой. Маска чем хороша? В нее входит сметана, которая отбеливает нашу кожу лица и удаляет пигментные пятнышки, у кого они есть, питает великолепно, удерживает жидкость, и в ней множество витаминов. Мед входит в эту маску. Это шикарное антибактериальное средство. Питает нашу кожу и
омолаживает. И крахмал. Крахмал, дорогие мои, это просто натуральный лифтинг, ботокс, как угодно назовите это. Это настолько хорошее средство для домашней нашей косметики, что просто его нельзя избегать. Нужно обязательно делать маски с крахмалом, а тем более сейчас они так стали популярны. Пожалуйста, прислушивайтесь к этим самым рецептам. Ну и к моим, естественно, тоже делайте. Так что алоэ, что может быть лучше алоэ? Самое древнее средство. И у многих из нас это растение есть на подоконниках. Так что пользуйтесь этим. Сейчас хочу вам рассказать одну историю, пока наношу второй слой. Все полезняшки обязательно напишу вам. И еще хотела вам сказать. Секретик. Крахмал. Если вы хотите выглядеть в 67 на 45, то я вам искренне желаю делать каждый вечер умывание крахмалом. Берем 1 чайную ложку крахмала и разводим ее в тепленькой водичке. Посмотрите по консистенции, она должна быть такая, знаете, тягучая немножко, то есть не должна капать. И вот когда вы достигнете этой самой консистенции, обязательно умывайте, прям так втирайте этот крахмал хорошенечко массирующими такими движениями по массажным линиям. И потом теплой водичкой смывайте его, и кожа напитается, влага будет удерживаться за счет этого крахмала. И вы отбеливаться также. И потом, после того, как вы смыли теплой водой, обязательно нанесите свой вечерний или ночной крем. И вы увидите результат уже в течение месяца. Кожа будет вообще выравниваться, цвет лица будет выравниваться. Будет у вас вообще пропитанная, напитанная кожа. Делайте этот рецепт, я вам искренне его рекомендую. И я также с сегодняшнего дня начинаю вот эти регулярные умывания крахмалом, потому что я столько прочитала хорошего об этом, ни в сказке, ни пером. Короче говоря, будем с вами молодеть еще и за счет таких вот вечерних крахмальных умываний. Это мой секретик. Хочу рассказать вам историю. На днях у нас был концерт, в котором участвовала моя клиентка и подруга, она оперная певица. И я, естественно, свою мамочку пригласила на этот концерт. И моя мама, которая 81,5 год, говорит: ой, я же должна подготовиться, и мне же нужно вот выглядеть. В общем, она окунулась в интернет и начала там искать какие-то рецепты. И когда я за ней приехала, она, значит, говорит: ой, Ниточка, я сделала вот рецепт, посмотри, пожалуйста, ты знаешь этого блогера, ты знаешь вот эту вот девочку? Короче говоря, я посмотрела на этот рецепт. И название такое: «Ваша мама вас не узнает после этой маски». И естественно, лица никто не показал, а были показаны только такие руки молодой девочки, которая там где-то 18, может быть. И даже слышно по ее речи такой, ну не хочу обидеть, но не как бы сказать, не очень грамотный. Ну, это говорит о том, что девочка еще без опыта совершенно жизненного, то есть молодая, хотя молодые есть тоже очень эрудированные, не хочу никого обидеть. Ну, в общем, смотрю этот рецепт, эти ручки молоденькие, все, я говорю: мам, дай бог всем мамам долгих лет жизни и здоровья. И мама всегда знает своего ребенка, но осторожно вот с этими блогерами, которые представляют как бы себя, что вот они уже такие с жизненным опытом и зрелые, а на самом деле они молодые девочки. К чему я это? Я вам показываю все свои абсолютно маски, все свои процедуры на себе. Мне 59 лет, мне будет в июле, дай бог, 7 июля 07:07 в 7 утра этого года, 25-го, уже 60 лет. И я не скрываю свой возраст, я показываю, какая я, какие у меня изъяны, вы видите, на лице, когда у меня есть какие-то припухлости, отеки, я вам тоже это показываю и говорю, как с этим бороться. Так вот, мои хорошие, когда вы выбираете какого-то своего кумира, ну так в кавычках, да, блогера на YouTube, то обязательно обращайте внимание на их возраст. Как говорил мой любимый папа, что до 40
очень и очень легко и просто выглядит супер хорошо. А вот уже после 40 нужно немножечко поработать над своим лицом и над собой. То, чем я и занимаюсь. Я вам никогда не говорю, что у вас сейчас вообще там минус 25 лет будет, если вы будете делать один раз эту маску и все, и забыли. Должна быть обязательно во всем регулярность. Также и в масках. А если еще вы подключите мои упражнения с йоги для лица, то это тоже будет вам помогать. Все, не буду хвастаться, не буду вас агитировать, но просто говорю о том, чтобы вы подходили к выбору своих каналов осознанно и не верили всему тому, что сейчас просто на всех просторах нашего интернета. Это может быть также и неправда. Мои хорошие, я позитивный человек, я не хочу никого осуждать, поэтому давайте на хорошей ноте закончим это видео. Всех вас очень люблю и благодарна за то, что вас становится мне все больше и больше. Вот, и желаю вам здоровья, красоты и молодости. Ну и, конечно же, до новых встреч и до новых полезных рецептов для возрастной кожи. С вами была любящая вас Виктория. Пока!